Если вы собираетесь на выходные в Москву, то это видео для вас. Я поделюсь готовым маршрутом на пару дней, который подойдет и тем, кто едет в Москву впервые, и тем, кто здесь уже бывал. Ставьте лайк, если вам интересна тема путешествий по России. И пойдемте гулять по Москве. Москва – идеальный город для туристов. Тут хорошо все. Инфраструктура, достопримечательности, развлечения, рестораны, парки и прогулочные зоны. Историческое и современное, классическое и нестандартное. Москва способна удивить даже искушенных путешественников. Я расскажу, как провести интересные выходные в столице. Я предложу вам несколько вариантов досуга, и вы сможете скорректировать маршрут по своим предпочтениям. Начнем с выбора отеля. Где же остановиться, чтобы выходные в Москве запомнились надолго? Как вам идея пожить в одной из 7 легендарных сталинских высоток? Я считаю, что хороший отель всегда становится дополнительным впечатлением в отпуске. Поэтому для своих выходных я выбрала очень интересный отель. Он называется Hilton Москва-Ленинградская. Я выбрала его по 3 причинам. Во-первых, комфорт. Здесь отличные номера, очень хорошо оборудованные, с большими кроватями, отличной шумоизоляцией, хорошей ванной комнатой. Все, что нужно, чтобы по-настоящему отдыхать. Белоснежное постельное белье, хороший косметический набор, халаты, большой телевизор, Wi-Fi, кондиционер. Чувствуешь, что о тебе позаботились. Вторая причина, по которой я выбрала отель Hilton Ленинградская, это удачное расположение рядом с площадью 3 вокзалов в хорошем районе Москвы. И третья причина, пожалуй, самая главная, то, что отель Hilton находится в историческом здании. Мне очень нравятся сталинские высотки в Москве. Я обожаю их архитектуру, и для меня просто невероятный опыт пожить в одной из них. Построенная в архитектурном стиле сталинский ампир, гостиница «Ленинградская» всегда превосходила остальные высотки роскошью внутреннего убранства. Люстры в виде церковных паникадил, впечатляющий парадный холл в красно-золотых тонах, бронзовые фигуры леопардов, парадные лестницы из белого мрамора, 15-метровая люстра, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса, витражи, торжественные бальные залы с пышным убранством. Это место напоминает императорский дворец. Современного комфорта добавляет спа-зона с бассейном, гидромассажной зоной, сауной и тренажерным залом. Hilton Москва-Ленинградская – это не просто отель. Он отражает величие нашей столицы уже много лет. Ресторан здесь тоже исторический. А по утрам в нем предлагают завтраки в формате буфета. Их точно можно назвать разнообразными. Выбор очень хороший. Сегодня историческая гостиница «Ленинградская» является флагманским отелем бренда Hilton в России и по-прежнему работает под этим именем. На мой взгляд, она соответствует высоким международным стандартам, но при этом сохраняет свою аутентичность и величественный статус. Ссылку, по которой можно проверить цены и забронировать проживание, я оставила в описании под видео. Отправляемся гулять по Москве. Первый день выходных я предлагаю посвятить Москве классической, исторической. Если вы впервые в столице, то сразу отправляйтесь осматривать знаковые достопримечательности. Это Красная площадь, Кремль, собор Василия Блаженного, ГУМ. Все сосредоточено в одном месте. Эти места словно становятся ярче, если гулять в компании гида. В описании под этим роликом оставлю ссылку на недорогую пешеходную экскурсию, которую бронировала я. Обязательно загляните под видео, там много полезного. В том числе ссылка на ролик, где я подробно показывала главные достопримечательности Москвы. В Москве стоит посетить Большой театр, погулять по Арбату и сходить в классические музеи. Отдыхаете в Москве с детьми?
Сходите в музей космонавтики. Впрочем, здесь будет интересно и взрослым туристам. Этот музей точно подходит путешественникам всех возрастов. В нем можно узнать о истории развития космической отрасли и великих изобретениях времен СССР, заглянуть на станцию «Мир» и увидеть своими глазами, как далеко может зайти человеческая мечта. Музей достаточно большой, на его посещение стоит выделить не менее 2 часов. Ссылку на сайт, где я покупала билет, оставлю в описании под видео. Следующая остановка – ВДНХ. Это архитектура, история, пространство для прогулок и множество интересных локаций. Тут понравится и взрослым, и детям. А в Доме российской кухни можно найти интересные блюда из разных регионов нашей страны. Неподалеку от ВДНХ находится колесо обозрения и Останкинская телебашня. Выбирайте любой объект, чтобы посмотреть на Москву с высоты. Сделать это можно из Воробьевых гор. Поднимитесь туда по канатной дороге, немного погуляйте, дойдите до МГУ, еще одной сталинской высотки, и полюбуйтесь красавицей столицей со смотровой площадки. Если вы уже бывали в Москве ранее и все это видели, то можно посетить другие классические достопримечательности, например, Измайлово. Тут можно полюбоваться симпатичными постройками с элементами русского деревянного зодчества, пройтись по необычным музеям и заглянуть в мастерские ремесел на мастер-классы. Больше всего впечатляет Измайловский Кремль, построенный в стиле сказочных русских теремов. Вход на территорию свободный, а вот в музеи и мастерские нужно покупать билеты. Рядом находится Измайловский парк, в котором приятно пройтись в любое время года. Не хотите в Измайлово? Тогда отправляйтесь в Царицыно. Старинные пруды, прекрасный парк, мосты и усадебные строения. Услада для глаз. Это еще одно место, где можно в интересной форме изучать историю Москвы. И, конечно, тут можно узнать много любопытных фактов. Например, кто построил дворец в Царицыно и почему все убранство в нем современное. Побывать в этом парке советуют все опытные путешественники. И, конечно, интереснее всего сделать это с гидом. Ссылку на пешеходную экскурсию, которая мне очень понравилась, я оставлю в описании под видео. В Царицыно можно провести полдня. Летом сюда приезжают любоваться фонтанами, кататься на лодочках и отдыхать в тени деревьев, а в остальное время гулять в окружении красоты. Второй день выходных в столице я предлагаю посвятить Москве современной. И начать прогулку стоит, конечно, с символа города – комплекса Москва-Сити. Очень интересно узнать, как строили эти невероятные небоскребы и как они функционируют сейчас. Москва-Сити – это не просто интересные красивые здания. Они отражают величие и технологичность столицы. А сколько любопытных деталей ждет вас внутри! Я осматривала Москву-Сити с экскурсией, которую проводила гид Юлия. Она отлично знает комплекс изнутри, поэтому может рассказать много фактов, которых не найти в интернете. Ссылка на тур будет в описании. Любопытно погулять по Москве-Сити и убедиться, что внутри этот комплекс напоминает целый город. Вот почему жители некоторых башен могут неделями не выходить из небоскребов. Конечно, небоскребы в Москве интересны и с архитектурной точки зрения. Построить такие впечатляющие башни было непросто. Насладиться их красотой и величием нужно обязательно. В Москве есть не только исторические, но и современные музеи. Например, в этот раз я посетила музей-диораму «Царь-макет».
Он подойдет путешественникам с детьми и понравится любителям всего необычного. Здесь представлены знаковые достопримечательности России в масштабе 1 к 87. На макете воссозданы города, реки и горы, железные дороги, морские курорты и многое другое. Сейчас тут более 700 объектов и свыше 100 тысяч миниатюрных жителей этой мини-страны. Макет интерактивен. Вы можете приводить в движение транспорт и некоторые объекты. Живости добавляют миниатюрные фигурки, которые можно рассматривать часами. Экспозиция довольно большая, и она продолжает расширяться. Можно осмотреть царь-макет самостоятельно, купив билет в кассе или с экскурсией. Я выбрала второй вариант. Ссылку на экскурсию оставлю в описании под видео. К современной Москве можно отнести и столичные парки. Они постоянно обновляются. Проще всего попасть в Зарядье. Он находится в шаговой доступности от Красной площади. Я также рекомендую парк Горького и Сокольники. Если вы устали от суеты мегаполиса, эти места быстро восстановят энергию. Чем еще заняться в Москве? Конечно, покататься на кораблике. Можно с аудиогидом, а можно и просто так. Самое главное, что вы увидите знаковые места столицы во всей красе. Мне понравился маршрут от причала возле Воробьевых гор до парка Зарядье. Выходные в Москве могут быть размеренными и активными, познавательными или просто веселыми. Нет сомнений в одном – вы точно получите удовольствие, если правильно составите маршрут. Не забудьте заглянуть в описание. Там будут ссылки на все самое важное из этого ролика. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. До новых встреч!